тебе нужен автомобиль, который проедет у тебя любое количество расстояния, и ты не будешь страдать от этого. То есть тема работает? Да, программа есть. Нужно подвести 2,5 мегаватта. 2,5 мегаватта нету нигде в городах. Огромные мощности. И не будет создано в ближайшие годы. 2 миллиарда рублей стоимость теста рынка. Как вы этих клиентов находите? Занимаемся тем, чем никто не хочет заниматься. А теперь начнем наше интервью. Добрый день, дорогие друзья! С вами снова я, Алексей Белов, и канал «Открытый бизнес». И сегодня мы будем говорить с новым предпринимателем, с Анатолием Курушиным, совладельцем и коммерческим директором компании Neo Cars. Но перед тем, как мы начнем интервью, я прошу вас всех по возможности подписаться на наш канал, потому что просмотров у нас достаточно становится все больше и больше с каждым месяцем, и мне бы хотелось, чтобы подписчиков также становилось больше. Как говорит один популярный блогер, вам все равно, а нам приятно. Ну ладно, а теперь начнем наше интервью. Мне на самом деле тема электромобилей интересна сейчас лично, да, и поэтому я вижу, что тренд на запросы в поисковые машины на электромобили растет, и поэтому мне было интересно найти владельцев компаний, которые этим сейчас занимаются. Поэтому я хочу для начала, Анатолий, спросить у вас, вкратце представить вашу компанию, давно ли вы этим занимаетесь, да, какие у вас, что вы продаете, какие марки продаете, и каких результатов за это время вам удалось добиться. Если кратко, электромобилями мы занимаемся чуть более 2 лет. Начинали мы в Новосибирске, я вообще сам и мой партнер. На сегодняшний день наша компания – это ряд юрлиц. Помимо Neo Cars и Trinity Auto, в группу компании Neo входит также Neo Service. Компания, предназначенная для работы с сервисным обслуживанием, ремонтом электромобилей. Это Neo Distribution, это компания, предназначенная для поставок дистрибуции либо электромобилей, либо компонентов. И у нас запланировано еще 2 юрлица Neo Drive и Neo Energy. Neo Drive – это аренда и каршеринг электротранспорта. Neo Energy – это технологии, связанные либо с зарядной инфраструктурой, либо со своп-батареями, своп-технологией, которую, кстати, мы считаем, вот лично я считаю, ее наиболее подходящей, возможной, или как это можно выразиться, реальной, реалистичной для России точно. И когда мы ехали в Москву, мы ставили перед собой задачу не в количестве проданных электромобилей, не 100 и не 1000 даже. То есть, конечно же, эти задачи мы ставили тоже, потому что продажи и прибыль – это двигатель, собственно, да, бизнеса любого. Без прибыли и продажи идею развивать невозможно. Поэтому мы себе ставили задачи уровня изменения чего-то в индустрии или формирования каких-то правил, законов, каких-то решений производственного характера, технологического характера. Вот если сравнивать 22 год и 21, вот в каких-то количественных показателях, штуках, там, да, есть рост сейчас в торговле в автомобилях? Честно скажу, я статистику не изучаю прям в деталях досконально, по 2 причинам. Во-первых, она для индустрии, для автопроизводителя, для дилера, для такого уровня она смешная, и даже там максимальное количество 600 с чем-то, кажется, проданных рекорд Porsche Taycan в прошлом году, в лизинг большую часть была куплена. Это не показатель совершенно развития индустрии, потому что это, условно говоря, игрушки, купленные там на деньги бизнеса, и это не массовый автомобиль. И массовым автомобилем пока что не пахнет на рынке на самом деле. Если касаться нашей компании, то на сегодняшний день мы продаем порядка 15 плюс автомобилей ежемесячно под заказ на деньги клиента, по большому счету. По количеству понятно, то есть порядка 15 машин продаете в месяц, да. Ну и, соответственно, что это за машины? То есть это только Китай или это и Америка, откуда вы их Мы занимаемся только исключительно Китаем. Мы специализируемся только на Китае, на поставках из Китая. Там есть бренды, тот же Volkswagen, или мы потенциально рассматриваем сейчас возможность привозить электрические Mercedes и Audi. Там очень широкая линейка в Китае. Вообще все мировые бренды сейчас тестируют свои электромобили и рынок в Китае. Это огромный рынок, понятное дело. Да, самый крупный в мире. По электромобилям, да. И они сначала производят модели там, продают на местном рынке, потом
оттуда везут в Европу или в Америку. Ну, про Америку не знаю, про Европу точно знаю. И потом только начинают, начав продавать у себя в Европе, начинают производить эту же самую модель у себя в Европе. Если поговорим про рынок российский в целом, даже не московский, может быть, московский вы больше знаете, или российский, все-таки насколько сейчас этот ваш бизнес конкурентный? Да? Много ли у вас конкурентов, которых вы знаете, с которыми, может быть, поддерживаете какие-то отношения, или, в принципе, вы их видите в поле своей деятельности? Что из себя представляет сейчас конкурентный рынок? Ну, наверное, более-менее о конкуренции можно говорить, когда открываются такие подразделения, как Рольф Электро, или у Авилона возникают планы, точнее уже конкретные шаги по продаже электромобилей того же модельного ряда в своих автосалонах. Прямых конкурентов, если говорить про конкуренцию как продажа и поставка товара, казалось бы, конкурентов много. Белорусы, там есть целый ряд компаний. В Москве есть целый ряд компаний, которые в основном работают через белорусов как посредники, не самостоятельные решения используют в логистике, в растаможке, в оформлении документов и так далее. В Екатеринбурге есть одна компания, которая Электрорус, кажется, или как называется? Челябинске, да, совершенно верно. В Челябинске, и так по предварительным данным, они Skywell хотят продвинуть и официально сертифицировать в Россию и поставлять. Но, скажем так, по нашим моделям прямой конкуренции у нас нет. Потому что мы поставляем с целым рядом дополнительных опций, которых нет больше ни у кого. Мы условно занимаемся тем, чем никто не хочет заниматься. Мы развиваем сервис, мы развиваем склад запчастей, мы развиваем работу с программным обеспечением, по русификации, по собственному программному обеспечению для управления автомобилей. Мы даем клиентам совершенно другие гарантии, условия, обязательства с нашей стороны по поставке автомобиля. Начиная от условий, там, что можно не по 100% предоплате привести, заканчивая полными обязательствами финансовыми, материальными по договору до передачи клиенту автомобиля и так далее. Ну, собственно, если кратко, то это гарантия сервиса обслуживания запчасти в наличии в России. Хорошо, перейдем дальше. А вот что касается нашего государства, вот такой вопрос у меня вот в процессе родился. Вот сейчас, да, тема новая, тема вроде бы, которая очевидна уже в других странах, в том же Китае, это просто на уровне государства очень мощно субсидируется, большие дают скидки гражданам за покупку электротранспорта. Вот что вы можете сказать про Россию? Насколько у нас здесь вообще государство в эту сторону смотрит, какие, может быть, поддержку какую-то оказывает как предпринимателям, так и гражданам? Что сейчас у нас? Ну, есть утвержденная программа субсидирования электромобилей, произведенных в России, собственно. И Мотор Инвест в Липецке на эту программу в том числе, я уверен, рассчитывают. Эволют, бренд, который будет производиться, уже дилеры есть. Я знаю, что они уже дилерские договоры начинают подписывать, планируют чуть ли не в октябре уже первые автомобили с конвейера должны сойти. Вопрос о том, кому что нужно, у нас наши клиенты и наши покупатели — это другая аудитория, мы не на массовый рынок рассчитываем, то Эволют, скорее всего, рассчитывает на более массовый рынок, конечно же, и таксопарки, вероятно, и простые люди, которые будут пользоваться этими автомобилями. Ну, то есть программы есть, причем программы есть уже очень давно. На практике это начинает развиваться только сейчас. Как изменился рынок, в том числе и вот эта ситуация с дилерами, которые раньше имели контракты с крупными европейскими поставщиками, да, теперь после начала военной операции многое очень в нашей стране меняется, в том числе и авторынок. Я не знаю про весь рынок электромобилей. Он, в принципе, растет, конечно же, и даже в этом году растет. У нас конкретно, да, изменилось, естественно, потому что как минимум соотношение цены поменялось. Условно, если BYD Han стоил до спецоперации там 4 миллиона рублей, с копейками 4,5 миллиона рублей в максимальной комплектации, насколько я помню, или около того, там плюс-минус. Ближайший его бензиновый аналог и конкурент Mercedes E-класс стоил те же самые 4,5, максимум 5 миллионов рублей, или даже там чуть поменьше для каких-то компаний, то теперь Mercedes E-класс стоит 8-10, да.
А биодихан как стоил 4,5, так и стоит 4,5. Когда курс поднялся, у нас цена поднялась. Когда курс опустился, у нас цена опустилась. Да. Есть целый ряд игроков на рынке, у которых просто цена подняли поднялась, цену, а потом нет. Да. Все, обратно очень... Нет. Сейчас вроде бы уже процесс, есть там по ряду товаров сдвиги, и по автомобилям тоже бензиновым частично там начинает снижаться цена, но она не так быстро и охотно снижается, как поднялась. Ну, то есть, таким образом, получается, что вот эти люди, клиенты, которые раньше смотрели на немецкие бренды, да, премиальные, для них теперь, во-первых, вариант покупки сильно усложнился, потому что машин в принципе стало приходить в Россию из Европы меньше, да, если продают остатки, насколько мне известно, а если есть поставки, то они какие-то совсем в других масштабах, да. И во-вторых, цена на эти автомобили сильно выросла из-за всего связанного. Выросла цена, соотношение изменилось в нашу пользу. Да. И в пользу китайцев, которые сейчас схлынули на рынок в еще большем количестве, Geely, Havail и так далее, Да. Exit и прочие модели, и какие-то новые марки приходят сейчас на рынок. Приятно удивляет то, насколько качество и ассортимент, предлагаемый на китайском рынке, они эволюционировали за последние годы. То есть я там смотрел, может быть, там 2, 3, 5 лет назад, там одна была ситуация, сейчас это крупнейшие там выставки, которые происходят, там европейцы привозят туда там 1, 2, 3 модели, китайцы выдают 10 там моделей, да. С одной стороны, нам бы хотелось, чтобы Китай приходил побыстрее с качественными электромобилями, но, к сожалению, скорее всего, этого быстро не произойдет. Для автопроизводителя 1000 автомобилей, проданных в год, это не объем вообще. К нам приходил один из очень крупных в России брендов китайских, и мы общались. И есть конкретная цифра. 2 миллиарда рублей стоимость теста рынка. 2 миллиарда рублей. Привезти 2-3 модели. Все думают, что это, сертификация, 10-20 миллионов рублей, пару разбитых автомобилей. Они нам объяснили, нужно обучить персонал, нужно провести маркетинговые исследования, нужно подготовить маркетинговые материалы, нужно обучить сервисных менеджеров, нужно обучить дилеров, нужно обучить продажам, нужно привезти автомобили, нужно привезти запчасти. Автопроизводитель не может привезти 3 машины, сертифицировать, продать 50 штук и сказать, ну ладно, мы больше тут продавать ничего не будем, эта модель не пошла. Так не бывает у крупного автобизнеса, совершенно по-другому там устроен бизнес. Если говорить про цифры, в Китае только в ассоциации крупнейших автопроизводителей 45 брендов, производящих электромобили. А всего брендов, производящих электротранспорт, более 200 в Китае. Кто тогда ваши клиенты? Вот сейчас вот они приходят к вам, выбирают эти машины. Что у них за портрет? Кто эти люди? В основном это люди, у которых есть свой собственный бизнес, и у них, естественно, это не первый автомобиль, или даже не второй, и иногда даже не третий. Но как минимум один или два, как минимум один автомобиль, другой у них точно есть в семье. И они хотят, там разного, в основном они хотят чего-то нового. Это, конечно, я так догадываюсь, это мое измышление, это не они об этом нам говорят, но, на мой взгляд, чего не хватает современному человеку? Очень сильно не хватает современному человеку новых эмоций. В основном люди просыпаются, идут на работу, на выходных идут в торговый центр, и потом опять на работу и так далее. В лучшем случае летом все по-разному в отпуске. Кто-то едет там на дачу, кто-то едет в Турцию, кто-то едет там еще куда-то, но это по сути все одно и то же. И современный новый бензиновый автомобиль, конечно же, почему люди покупают новые смартфоны, айфоны, автомобили, но новинки, они хотят чего-то нового. И новый автомобиль бензиновый способен им дать новые эмоции, но он дает их небольшое количество и ненадолго. А электромобиль дает человеку целый спектр огромный новых эмоций. Я уже видел ни одного и ни двух приверженцев бензиновых автомобилей, которые говорили примерно следующее. На электромобиль я не сяду, потому что он тихий же. Да. А мне надо, чтобы он вибрировал, чтобы я слышал этот звук. Потом он садится в электромобиль, и реакция примерно следующая. Как тихо, еще шумку сделаю, и вообще как в кайф.
Все окружающие шумы давят на нас, реклама, ну там все. То есть тишины нет вообще, даже в квартире нет тишины, электроприборы. Полной тишины в городе невозможно получить нигде. Нигде. Поэтому люди уезжают там куда-то на природу, причем желательно подальше, где ни музыки никакой нет, там отвлечься. И так далее. И вот электромобиль им хотя бы на короткий промежуток времени им дает эту возможность. Хорошо, тогда поговорим теперь о том, как вы этих клиентов находите, что вы используете, как вы продвигаете, как вы развиваете, да, то есть как вы находите своих клиентов. Что это, сарафанное радио или это реклама, какими каналами вы используете? Ну, на сегодняшний день уже сарафанное радио начинает работать. Благодаря всем нашим стараниям и обратной связи с клиентами, решениями сложных вопросов, оперативным реагированием на ситуации. То есть качество сервиса, гарантии, которые вы даете на автомобиле, вот это ключевые ваши сослагаемые, да, вот. И наличие запчастей на складе в России. Дело в том, что блогеры рассказывают, что вот вы не купите в Китае запчасти на Ливан или еще на какой-то автомобиль. И если ты обращаешься в Китай, действительно, на большинство брендов, которые мы возим, они придерживаются политики того, что они не продают никому запчасти. Запчасть можно только на официальном сервисе получить и заменить. Но когда у тебя стоит задача купить одну фару, крыло, как ты ее будешь решать? Как? Ты позвонишь китайцам, скажешь, достаньте мне. И достают на самом деле, но это проблема. И это дорого, и это долго, муторно для всех. Мы пошли по другому пути. Мы сформировали запрос, и на сегодняшний день китайцы закупают для нас целый контейнер, все вкруг кузовные элементы, фары, бампер, лобовые стекла, накладки, капоты по всем нашим моделям, которые продаются на сегодняшний день. И наиболее уязвимые узлы ходовой части, те, которые могут больше всего пострадать. Все остальное мы оперативно, опять же, работая с постоянными этими поставщиками в Китае, это крупный автобизнес в Китае, и ни они, ни мы не занимаемся БУ автомобилями, только новыми. Мы принципиально не занимаемся БУ. Все, что БУ, кто занимается БУ, у нас был опыт, мы поменяли 3 поставщиков. Когда мы на этом пути, мы сделали много ошибок. Если компания БУ поставляет, то она тебе очень легко битый автомобиль, слегка битый, новый отправит. Ты даже не скажешь об этом. С условиями того, что вы будете сейчас развивать сервис и обслуживание, и понятно, что ваши личные продажи пока не исчисляются там сотнями там, и тысячами автомобилей, да, понятно, что вам надо будет делать из этого бизнес. То есть, логично, наверное, что вы будете этот сервис оказывать и автомобилям, которые не у вас куплены. Вы это собираетесь делать или пока только для себя это? Если честно, это большой вопрос. Ну, как можно ремонтировать Nissan Leaf или Kia EV6, если ты ни разу его не видел, если у тебя нет на него сервисного оборудования, если у тебя нет на него запчастей и расходников, что ты будешь с этим делать? С этими понятно. Искать решение? А с подобными автомобилями? С подобными, да. На коммерческой основе, понятно. Не на гарантийном, да, но на ремонт, который люди Политика нашей компании следующая. Если вы приобретаете автомобиль в нашей компании, то мы заключаем с вами договор на гарантийное сервисное обслуживание, в котором четко зафиксировано, что вы имеете право на скидку по запчастям 30% от текущего прайса. То есть, условно, на 50% дороже обойдется запчасть для человека, пришедшего со стороны. Если он купил у кого-то другого электромобиля, его нужно отремонтировать. И своим клиентам мы гарантируем наличие, по этой причине складской запас, он, естественно, будет минимальный, 1-2 единицы каждой позиции. Машин, в принципе, и по мере того, как у нас расходуются эти запчасти, мы заказываем, чтобы восполнять этот складской запас под наших клиентов. Если не наш клиент приходит, мы не продаем ему эту запчасть в наличии. Мы ее можем привезти под заказ. Соответственно, это будет для него дороже и дольше. И дольше. А для наших клиентов мы стремимся к тому, чтобы у него автомобиль не простаивал. С моделью понятно, с привлечением клиентов тоже более-менее понятно. Кстати, я видел у вас ролики с достаточно известными автомобильными блогерами, да, вы с ними сотрудничаете? И если да, то насколько вот эффект, получаете ли вы дополнительные продажи новых автомобилей благодаря такому сотрудничеству? Да, конечно, получаем, но не от прямых роликов. То есть это коллаборация следующего характера, что определенных автоблогеров люди знают. Да. Когда у тебя на странице с автомобилем стоит ролик этого блогера, он его смотрит,
потом приходит и говорит, а вот я у Лисовской Елены, у Лиса рулит, видел ролик. Или там еще у какого-то блогера видел ролик, все классно, мне все нравится, расскажите про ваши условия. То как бы происходит, то есть мы привлекаем туда трафик своих клиентов онлайн, целевых клиентов. И у блогеров, конечно, основное это охват и узнаваемость. То есть то, что мы получаем у блогеров, это узнаваемость и охват. Когда человек 10 раз слышал NeoCars, для него это уже не страшно. Не так страшно, как если первый раз он туда пришел. То есть тема работает? Да, конечно, да. Можно сказать, что мы с ними дружим. Мы поговорили про риск конкуренции, да, то, что, возможно, крупные могут дилеры заинтересоваться, да, и появиться, соответственно, уже не на уровне небольших компаний, как ваша конкуренция, но и на уровне крупных состоявшихся компаний, которые десятилетиями тут работали, продавали автомобили с двигателем внутреннего сгорания. Вот насколько вы видите большой риск в том, что вот эти компании сейчас идут в этот сегмент, или они больше в массовые пойдут марки? Я думаю, их основная цель пощупать рынок и получить потом дилерство, конечно же, от официальных брендов, приходящих в Россию. И у нас подобные задачи. И на данном уровне, конечно, часть клиентов, которые позвонят нам и позвонят в Рольф или Авилон или другой крупный автодилер, который представит эти же самые электромобили в своем автосалоне, могут сделать выбор не в нашу пользу. Но с другой стороны, чем больше электромобилей в России, тем больше, то есть один электромобилист рассказывает с 50 своим знакомым, показывает автомобиль. И, конечно, многие там крутят у виска, но кто-то задумывается и решает тоже купить. И это развивает рынок все продажи развивает. Продавать и создавать продукт, который нужен клиентам, мы умеем и любим. Трудности мы тоже умеем и любим. И задачи мы свои здесь видим создание инструментов, экспертизы, опыта, навыков и продукта и каких-то еще решений для того, чтобы с нами было интересно сотрудничать и простым покупателям, и рынку. И, соответственно, мы получаем контакты и с автодилерами, с крупными бизнесами, и с лизинговыми компаниями, с банками, и даже и с окологосударственными структурами. То есть наши автомобили уже покупали компании, которые обслуживают парк города. Можно ли купить ваши автомобили в лизинг? Я думаю, для очень многих актуальный вопрос, да, потому что лизинг в России в последнее время неплохо развивался. И я думаю, многие уже привыкли покупать автомобили лизинг. Я купил свой автомобиль последний в лизинг. То есть в вашем случае вы уже реализовываете, да? Да, у нас уже были продажи в лизинг и поставки, единичные пока. Как только мы привезем, как только мы привезем какое-то количество автомобилей для продажи в наличии, лизинг это будет, скорее всего, один из самых распространенных способов покупки, потому что наши клиенты, повторюсь, примерно 3/4 спрашивают, а можно в лизинг. Проговорим теперь по вопросу привлечения инвестиций. Вначале мы затронули тему, да, чтобы для развития бизнеса вам требуются дополнительные инвестиции, и я нашел на вашем сайте даже некий раздел для потенциальных инвесторов. Да. Вот, если можно, поподробнее расскажите, что это за схема и какую доходность я могу как инвестор, который даст вам денег, получить. Условно говоря, это как минимум целевой займ с целью приобретения автомобиля, либо для перепродажи, это продажа автомобиля в наличии, либо для его экспонирования и получения заказов. И средняя доходность, которую мы готовы обеспечить, это 20% годовых в привязке к любой валюте на выбор. А какой средний чек, если взять все автомобили? Самый дорогой у нас автомобиль это Hongqi HS9, это в максималке это примерно 12 миллионов рублей, плюс-минус от курса там он плавает. А средний это, наверное, 6 миллионов рублей. Это Ливан, Voya Free, плюс-минус около 6 миллионов рублей. Подешевле это BYD Han, BYD Tank, это ближе к 5 миллионам рублей. Это Voya Dreamer, это уже там 8-9 миллионов рублей.
Ну, самые недорогие, продаваемые, это Volkswagen ID.4 и Polestar 2, это примерно 4,5 миллиона рублей. Они востребованы? Потому что я знаю, что в Китае там Volkswagen не так хорошо заходят, там, как в Европе, да, потому что свои бренды очень сильные. А вот насколько там доля продаж Volkswagen, вы видите, что она растет и вообще востребованы там эти машины здесь у нас? Востребованы, да. Но все-таки, конечно, восприятие Volkswagen, оно понятное в России, легче людям покупать. И цена у данного автомобиля Volkswagen ID.4, это в Европе, это вообще первый в мире автомобиль в истории электромобилей современных, который по продажам потеснил Tesla Model 3 в Европе, только в Европе. То есть это первый, наверное, европейский автомобиль, именно электромобиль, который пошел как раз по китайскому пути, в том смысле, что они всего 3-4 комплектации сделали, и вот в топовую запихнули вообще все, что можно. Ну и, наверное, подводя итоги всему нашему диалогу, я бы хотел у вас еще поинтересоваться на тему, как вы видите перспективы на ближайшие там 2-3 года в России, да, как вы видите, что у нас будет происходить, какие тенденции будут, какие вы перед собой, как перед компанией ставите цели? Ну, если касаться электромобилей и вообще индустрии электромобильного транспорта, судя по всему, будет развиваться в России производство. Лично для меня почти очевидно, процентов на 95, никакие санкции никто не отменит. Наши собственные планы – это получить официальное дилерство от одного из брендов в следующем году. Есть конкретная работа в эту сторону, и не буду говорить, пока мы его не подписали. Не хочу, чтобы снова произошло то, что произошло, когда журналист китайские электромобили.рф или около того пришел, поговорил со мной, я рассказал ему про планы и работу, которая ведется, он преподнес так, что это уже есть и будет, да, и появилась куча уток, и все перепечатали друг у друга, но так сложилось, что в итоге это срастается сейчас. Дай бог. И автомобильный бренд Хончи официально пришел в Россию, заходит. И это уже не секрет, происходит сертификация, но везут они, правда, бензиновые автомобили, а электромобили они не готовы везти. Потому что для них 500 автомобилей в год – это не продажи. Да. И с такими объемами они не пойдут. Это произойдет, я думаю, что массовый вход на российский рынок электромобильных брендов, в том числе китайских, возможно, корейских, будет минимум через 2, а реально, наверное, через 3 года. Когда инфраструктура улучшится в нашей стране, да, когда государство еще какие-то... Кстати, вот один очень интересный момент. Все говорят о том, что электромобили начнут массово продаваться, когда будет развита зарядная инфраструктура. Между тем, в Калифорнии до сегодняшнего дня примерно 25 всех зарядных станций перманентно не работают. 25%. Одна четверть. И причем сегодня не работает, зависло, сглючило, не подается электроэнергия, не включается станция, а через дорогу работает. А на следующий день это не работает, ее перезапустили, а через дорогу зависло. То есть они не могут с этой ситуацией справиться. Но это как бы тенденция развития зарядной инфраструктуры. Есть понимание, что для того, чтобы стандартную ЭЗС на 6 электромобилей сделать, к ней нужно подвести 2,5 мегаватта электричества. Для того, чтобы электромобиль современный зарядился за 15 минут, а именно это нужно для массового распространения электромобилей, нужно подвести 2,5 мегаватта. 2,5 мегаватта нету нигде в городах. Огромные мощности. И не будет создано в ближайшие годы. Это невозможно. Это возможно в Китае, где правитель какой-то или человек из компартии приезжает и говорит, вот тут между двумя мегаполисами 150 километров. Через 3 месяца здесь должна быть высокоскоростная шестиполосная современная магистраль. И через 3 месяца там высокоскоростная, качественная широкополосная магистраль. Это путь Китая. Для России такой путь невозможен, и та идея, которую мы хотим продвинуть, это своп-технология. Робот-зарядная станция может поменять батарейку с разряженной на заряженную за 3 минуты. И требуется такой зарядной станции всего 400 киловатт. Но что касается обычных потребителей, им не нужна зарядная инфраструктура. Никто не понимает, что он не будет ей пользоваться. Есть для этого 2 простых причины.
Первое. И в той же самой Калифорнии и Америке в прошлом году, в 4-м квартале, установка быстрых зарядных станций практически полностью упала до нуля новых. А получила очень широкое распространение установка медленных 7-киловаттных зарядных станций и розеток в точках длительного пребывания людей. То есть дома. Обычный человек дома ставит себе зарядку, а вторая точка пребывания – это его рабочее место. У него там есть, если у него есть личный автомобиль, парковка, и там он вместе с компанией, если это крупная компания, или сам лично организует себе обычную розетку. Даже обычной розетки с 3 киловаттами подзарядиться в течение 7-8 часов рабочего дня и потом за ночь дома будет более чем достаточно, чтобы ездить домой на работу в торговый центр за продуктами и по обычным делам, даже если ты живешь немного за городом. Никто не живет массово за 150 километров от Москвы. 10, 20, 30 – это максимум для ежедневной поездок в Москву и обратно. И в других городах все то же самое. Казалось бы, тогда им нужна зарядная станция быстрая между городами. Но технология такова, что между городами, например, Санкт-Петербург, всего лишь 750 или 800 километров, что-то около того. Но для того, чтобы туда поехать летом, вам придется либо ехать со скоростью 60 км в час, что неприемлемо. И тогда вам придется зарядиться один, может быть, раз в течение 1,5 часов на заправочной станции. Если вы поедете 120, вам нужно будет заряжаться 3 раза по 1,5 часа. А если вы поедете зимой 120, то вам нужно будет заряжаться 5 раз по 2 часа. Потому что зимой в минус 15-20 зарядка еще и медленнее идет. То есть массово пользоваться этим не будут. И это на сегодняшний день при существующей технологии, пока не появятся автомобили с реальным запасом хода на скорости 120 км в час 1000 километров, он не будет распространен. И у нас есть ответ, когда это произойдет. Китайцы нам сказали. В 2024 году. В Китае технология, ее темпы развития, ее стоимость и планы Компартии и автопромышленности просчитаны настолько, что они знают точный, четкий ответ. Да, и записаны, и приняты чуть ли не в законе. На сегодняшний день обычному человеку нужно остановиться на следующем. Если тебе нужен автомобиль, который проедет у тебя любое количество расстояния, и ты не будешь страдать от этого, тебе нужен автомобиль такой, как Ливан или Voya Free, или Voya Dreamer, который на борту имеет бензиновый генератор, мотор-генератор. Это гибрид, но он необычный гибрид. У него 2 электродвигателя, тишина, отсутствие вибраций, кайф от электромобиля ты получаешь абсолютно большую часть своего времени по городу, потому что он может от 100, а BYD Han, например, по такой же технологии современной построенной, до 200 километров летом проехать только на батарейке. И ты ездишь домой на работу на чистом электричестве, на 2 электродвигателях. Тишина, покой, ускорение, низкий центр тяжести, управляемость, все, ты этим в полной мере кайфуешь. Но потом, в нужный момент, ты нажимаешь кнопочку, заводится двигатель внутреннего сгорания, который крутит генератор. Этот генератор подает на электродвигатели, и ты едешь туда, куда хочешь, столько, сколько хочешь, просто доливая бензин, и вот автомобиль 2 тонны 300 весом, 5 метров 2 сантиметра габаритах, трехрядный шестиместный Ливан конкретно, потребляет по трассе летом 10-11 литров при скорости 120-130 км в час, 12-13 зимой. То есть это полноценный современный гибрид, который может заряжаться от розетки и не потреблять топливо вообще. А у вас есть ли свой электромобиль? К сожалению, как бы это ни казалось странным, пока нет. В планах. В планах у меня на семью купить Ливан. Приобрести себе Ливан. На личный Ливан я еще не заработал. Хорошо. Ну тогда в заключение я хочу поблагодарить Анатолия за столь интересное, обширное интервью. Хочу пожелать, чтобы и личные цели осуществились, и корпоративные, но потому что идея благая, и то, что вы там на самом деле, то, что вы стараетесь создать целую экосистему, которая не только там позволит привезти автомобиль из Китая, который нравится, но его в дальнейшем и обслуживать, и интегрировать в нашу среду, и закупать какие-то возможные опции к нему. Это большая работа, в которой я могу пожелать только успеха. Спасибо вам большое. Был рад познакомиться. Приходите к нам
пообщаться на любые темы приобретения, обслуживания, развития, инвестиций и других вопросов, в том числе параллельного импорта. Подписывайтесь на канал, на котором вы видите это видео. Всем удачи, пока. Спасибо.